Это мой первый визит в Россию. Я хотел приехать сюда с 7 или 8 лет. Я вырос в Индии, читал много о России, пока рос. Россия была очень важной для членов моей семьи. И, наконец, спустя столько лет я приехал сюда, в Россию. Я испытываю и всегда испытывал огромное уважение к российским инженерам. Когда я работал над первым графическим процессором, наш главный архитектор был русским. Порой никто не понимал, что он говорит из-за акцента, но он проявлял себя как первоклассный математик. Мой первый патент был связан с Россией, и когда меня спросили, хочу ли я приехать в Россию и встретиться с местными инженерами, я сказал, конечно, если расписание позволит. И вот от вас я тоже ожидаю интересных вопросов. Думаю, у нас будет больше технических вопросов, когда вы выпустите документацию по новым графическим процессорам Intel. Все-таки сегодня мы знаем не так много о новой архитектуре, над которой вы работаете. И если вы можете чем-то поделиться касательно новых GPU, это будет интересно. А пока хочется понять, зачем вы вообще начали этот проект? Он больше для корпоративных клиентов или для увеличения портфеля продукции Intel, которая может взаимодействовать? Ведь у вас есть и центральный процессор, и плиз, и интегрированная графика. Но пока нет дискретных видеокарт для создания более полных решений. Сейчас есть смысл пояснить, что в Intel в зоне моей ответственности и графика, и процессоры. Все, что мы делаем. И я ответственен за планирование данных продуктов и значительной части программного обеспечения. Графикой же я занимаюсь уже более 20 лет. Я видел эволюцию архитектур, в том числе тех карт, что были до шейдеров. С того времени многое поменялось, и графические процессоры используются не только для игр. Ну а в играх они становятся все лучше и лучше. Сегодня GPU используют в разного рода вычислениях. Графический процессор становится основным высокопроизводительным процессором в мире. И значимая часть в эволюции архитектур — это результат наших решений, которые мы принимали на этом рынке. Когда я пришел в Intel, мы решили, что Intel должна сделать. Мой критерий — все продукты, которые мы должны создавать, должны решать чьи-то конкретные задачи. И тут нельзя просто сказать, вот у Intel нет дискретной графики, давайте сделаем, чтобы заработать на этом рынке, ведь это очень богатый рынок. Моя философия: если мы не решаем реальную проблему, создавая продукт, мы не зарабатываем на нем, потому что он никому не нужен. Но если мы решаем нашу реальную проблему, вы купите наш продукт. И если посмотреть на экосистему графики с точки зрения программного обеспечения, то программное обеспечение не менее важно, чем аппаратное. Оно должно быть совместимо с сотнями игр и рабочими приложениями. Здесь имеется в виду драйвер? Да, драйвер. Создание драйвера — это сложнейшая задача, над которой работает несколько тысяч инженеров Intel. Больше инженеров, чем занято созданием непосредственно чипов. Почему вы думаете, за последние 20 с лишним лет не было больше по-настоящему успешных стартапов в сфере графики, после NVIDIA? Программное обеспечение. Вот, действительно сложная часть. И если смотреть на Intel, то можно сказать, что у нас только интегрированная графика с производительностью значительно ниже, чем у дискретных решений. Но даже для таких не слишком производительных решений необходимо проделывать огромную работу над программным обеспечением для поддержки DirectX 11, 12, Vulkan, OpenGL, OpenCL, мультимедиа, драйвера экрана. Все это делается и для драйверов встроенной графики. И первое, на чем я сконцентрировался в своей работе в Intel, это неважно, какой уровень графики, она мощнее или слабее, необходимо в первую очередь сделать упор на развитие программного обеспечения для графики в целом. В чем разница между драйверами Intel и драйверами от конкурентов? Что мы можем сделать, чтобы уже сейчас развивать программное обеспечение на опережение, не дожидаясь выхода дискретных решений? И пользователям очень понравилось, что наш софт для интегрированной графики стал лучше. У нас начали появляться обновления для драйверов ко дню выхода новых игр. И даже для интегрированной графики важно заниматься драйверами, ведь это напрямую влияет на производительность. Разница между культурой интегрированной графики и дискретной графики, что при разработке дискретной графики на первом плане всегда расписание выхода ключевых игровых новинок, к которым совершенно необходимо подготовить новые драйверы. Какая игра выйдет следующей? Какие софтовые оптимизации надо внести для ее оптимальной работы? Что мы можем улучшить в интерфейсе, чтобы максимально упростить игроку жизнь? Чтобы он мог буквально одним кликом выбрать высокопроизводительный профиль для поднятия фреймрейта.
Вторая вещь, на которой мы сконцентрировались, традиционная дискретная графика. Всегда было так. Ты пытаешься создать бренд, ты делаешь игровую карту и говоришь: «Эй, у меня лучшая игровая карта за много денег». Заявляешь таким образом о себе. А потом выпускаешь более дешевые и более массовые видеокарты. Это традиционный путь. В моей прошлой истории самым взрывным релизом был Polaris за $199. Продавался очень хорошо. И он продемонстрировал, что игровой рынок достаточно взрослый, чтобы понять, что лучшие продажи находятся там, где вы даете им достаточную производительность при приемлемых ограничениях, таких как энергопотребление, тепловыделение, форм-фактор, цена. Цена за форм-фактор. Не все купят карту за $500-600. Но есть достаточно людей, которые купят и их, так что это отличный рынок. Поэтому стратегия, которой мы придерживаемся, это то, что мы на самом деле не особенно беспокоимся о спектре производительности, спектре цены. И все потому, что наша архитектура, как я уже заявлял, должна быть в мейнстриме. Начинается где-то в районе $100. До графики класса дата-центров с HBM памятью, которой будет высокая цена. Мы должны попасть везде. Вопрос только в том, с чего начать. С первого, со второго или третьего. Стратегия на, грубо говоря, давайте скажем, 2-3 года. Иметь полный комплект продукции. От интегрированных терафлопсов до петафлопсов в большой графике. И для всего этого у нас будет одна единая архитектура, один программный стек, покрывающий весь ассортимент продуктов. Ранее вы сделали замечание, что сейчас сложно создать графический стартап. А что вы думаете об инициативе мобильной графики PowerVR? Насколько я помню, они первые представили аппаратное ускорение для трассировки лучей в виде интегрированной части графического процессора, а не в виде отдельной карты ускорителя. И они провалились со своим продуктом, который появился за несколько лет до NVIDIA RTX. Так что же случилось на самом деле? Вообще говорят, что на мобильном рынке конкуренция огромная. Столько компаний: Qualcomm, MediaTek, Apple со своими чипами, Huawei с HiSilicon, а рынок ПК-железа без конкуренции. Вот поделили его между собой 3 компании: Intel, NVIDIA, AMD. Но что я видел, вот интересное графическое решение для смартфонов. И оно оказалось совершенно невостребованным. О да, у меня много историй связано с рейтрейсингом. Imagination Technologies приобрела патенты и наработки Caustic Graphics в области аппаратного ускорения трассировки лучей. Сложности, с которыми столкнулись на рынке мобильной графики, те же самые, с которыми Nvidia сейчас сталкивается. Мы, фанаты, энтузиасты в области компьютерной графики, мы обожаем технологию трассировки лучей. В первую очередь, как инструмент в руках разработчиков. И трассировка лучей просто инструмент. Это никакая не магия. И если я могу рассчитать освещение и тени через трассировку, я потенциально могу сделать сцену в игре лучше. Я говорю потенциально, потому что компьютерная графика игры не должна на 100% соответствовать физике реального мира. Она скорее должна передавать определенные эмоции, настроения. А сама игра — это удовольствие от процесса. Интересная история. Ведь история в игре тоже не обязательно должна соответствовать нашей истории. Искусство создания компьютерных игр эволюционировало за последние 20 лет. И очень сильно. Создано огромное количество инструментов, ухищрений, находок, которые уже помогают рассказывать истории с большим погружением. А теперь вернемся к аппаратно ускоренному рейтрейсингу в реальном времени как инструменту. Это новый инструмент. Если разработчик применит его эффективно, может, это поможет мне или вам, или еще кому-то восхититься сценой с красивым освещением. С физически корректным освещением. Да, с физически корректным освещением, конечно же. Но это я или вы можете оценить соответствие законам физики. А рядовой геймер думает другими категориями. Это хорошо или это плохо? Картинка хорошая или картинка плохая? Да, верно. Является ли сцена неотразимой? Отличается ли она качественно от того, что я видел ранее? Ну вот взять игры, где сцены реально смотрятся здорово. Может быть, старые игры без рейтрейсинга, без других новых технологий. Вау! Так здорово выглядит. Но как они этого добились? А выясняется, что подделкой, ухищрениями, уловками, которые создают правильные ощущения и правильное настроение в сцене, но без физически корректного освещения. И что важнее? А важнее тут история и как она передается такой сценой. Основной приоритет на сегодня для игр за последние несколько лет — это увеличение плавности, частоты кадров. И только после этого качество графики.
А лет 10 назад столько тестов было, когда даже буквально под лупой искали отличия в графике в играх со сглаживанием и без, тестировались различные виды сглаживания. Где сейчас такие тесты? Кому они массово интересны? У рынка есть базовые запросы, которым должна соответствовать картинка на экране. Если можно достичь более высокого качества картинки, здорово, но это просто вишенка на торте. Так что еще раз повторю свою мысль. Аппаратно ускоренная трассировка лучей — это просто инструмент, который потенциально может сделать картинку на экране лучше. Потенциально, но далеко не все готовы расплачиваться плавностью игрового процесса за соответствие картинки на экране законам физики. И достаточно непросто убедить геймеров, что они должны доплатить $200-300 за эту фичу, в то время, когда игры работают и без трассировки. И более того, игры обязаны работать с применением классической растеризации, ведь рынок сбыта для аппаратно ускоренной трассировки лучей в играх крайне ограничен. У игроков на руках гораздо больше видеокарт, которые не имеют аппаратных блоков для ускорения трассировки лучей, что прекрасно понимают и создатели игр, и создают свои игры либо с классической растеризацией исключительно, либо с растеризацией и трассировкой лучей как опции. Вот почему так сложно просить за трассировку дополнительные деньги. Но мое личное мнение, что за этой технологией аппаратно ускоренной трассировки лучей в играх будущее. Она обязательно станет успешной, но только тогда, когда она будет эффективно работать даже в недорогих видеокартах, и за нее не придется доплачивать. Технология должна быть массовой, а главное условие для этого — доступность. Если коснуться смартфонов, то там очень высокий рост в графике и без трассировки. А ведь чтобы вывести качественную картинку в полном разрешении экрана смартфона, требуются значительные вычислительные ресурсы. И трассировка лучей будет означать значительное снижение качества графики в целом. Все демки с трассировкой лучей для мобильных чипов, которые я видел, имели крайне низкое разрешение. Разработчики показывали: вот смотрите, освещение и тени, отражение соответствуют законам физики. Но само качество картинки было низким. Сложно сказать, как они могли вообще рассчитывать на успех с таким продуктом. Как по мне, трассировка — это наиболее интересный инструмент на стороне разработчика. Когда создается игра и когда не нужно выжимать на графическом процессоре Ultra HD картинку с 60 FPS в реальном времени. Но на стороне игрока и продаж таких карт игрокам я настроен на сегодня довольно скептически. Просить с игроков дополнительные деньги за трассировку? Если взглянуть на нашу историю, мы когда представляли новые фичи на GPU, мы делали их доступными сразу на всех GPU за последние несколько лет. Когда мы представили шейдеры, никто даже не думал, зачем они нужны. Но даже в интегрированной графике мы их сделали. Мы представили их в 2002 году, и лишь в 2007 или даже в 2008 году каждая значимая игра начала выходить, уже опираясь на технологию шейдеров. Так что реальный переход на какую-то новую технологию в GPU занимает действительно много времени. Но все-таки есть ли возможность появления специализированных блоков дискретной графики от Intel? Тензорные ядра, плиз. Кстати, ведь у Intel уже есть центральные процессоры, в которых есть и центральные ядра, и программируемая логическая интегральная схема. Ну и еще раз помню про RT-ядра. Сейчас, а может быть не сейчас, в будущих поколениях графики Intel могут появиться RT-ядра. Как создается графический процессор? Мы анализируем типовые задачи, топ-10 задач, топ-20 задач, топ-50 задач, чтобы понять, что они используют, какую математику и какие специализированные блоки реально могли бы ускорить работу всей схемы. И уже исходим из того, нужно что-то добавить для расширения реальных задач или нет. Что касается тензорных ядер, я называю их блоками перемножения матриц для искусственного интеллекта и глубинного обучения. Специализированная задача. И так или иначе, эти задачи решаются во всех наших продуктах. Не только GPU для этого подходят, но и центральные процессоры. В частности, вы знаете о технологии Intel DL Boost? На аппаратном уровне в процессоре имеются блоки, которые не так сильно отличаются от тензорных ядер. Ну и помимо этого, общая производительность центральных ядер достаточно высокая в этих задачах. Вы имеете в виду расчеты на универсальных блоках? Да, в универсальных блоках. И с графическими процессорами мы пойдем по тому же пути. Теперь к лучам. Можно смотреть на проблему по-разному. С точки зрения маркетинга спрос не такой высокий, и маркетолог скажет: пусть Nvidia этим занимается.
Но нет, как энтузиаст от мира компьютерной графики, я считаю, что аппаратное ускорение для трассировки лучей — это крутая технология. Почему бы нет? Было бы здорово и добавить эти блоки в наши графические процессоры. Но мы не хотим вынуждать вас платить за эти блоки, ведь на Кристалле они будут занимать значительную часть площади, которую можно было бы отдать под универсальные блоки и увеличить общую производительность графического процессора. Но эти блоки могут стать востребованы когда-то, и появится смысл добавить их, может, через несколько поколений. Мысль о том, что мы можем использовать дополнительный транзисторный бюджет, который у нас появится через несколько лет, на аппаратные блоки для трассировки лучей, греет мне душу. Также и с FPGA. Программируемые логические интегральные схемы — потрясающее решение, особенно для тех сфер, где происходит множество изменений. Например, в телекоммуникациях это очень популярный продукт. Внедряются новые стандарты связи, интернет становится быстрее, вот мы переходим с 3G на 4G, 5G. Инфраструктуру проще строить, поддерживать и обновлять, если мы используем PLIS. Потому что все процессы, связанные с обработкой пакетов, с особенностями протоколов связи, их алгоритмов, они эффективно могут обрабатываться именно на PLIS. В какой-то момент кто-то создает уже суперэффективный ASIC. И до этих пор, до появления ASIC, FPGA можно воспринимать как переходное решение. Но на самом деле перепрограммируемые схемы достаточно эффективны с точки зрения производительности и энергоэффективности. И задержек, но, конечно, идеальный ASIC всегда будет лучше. Вот так я воспринимаю PLIS. Делать PLIS доступным в массовых продуктах, например, в потребительских ПК или конкретно в GPU, это на самом деле не так просто. Матрица должна быть программируемой для типовых задач. И это проблема, которую никто не решил, хотя бьются над ней уже лет 40, как мне кажется. То есть вы могли бы встроить PLIS, но не видите в этом смысла на данный момент. На данный момент мы концентрируемся на стратегии API. И через эту стратегию мы будем делать PLIS все более и более доступными для все более массового общества программистов. Если вы можете найти реальную задачу, в которой PLIS может быть полезна в компьютерах конечных пользователей, ну, почему бы и нет, только сначала надо оценить размер потенциального рынка. Кстати, я слышал уже про вашу инициативу One API, единый интерфейс прикладного программирования. Что это на самом деле такое? Какой-то API, который на высоком уровне идентичен для центральных процессоров, графических процессоров, программируемых логических интегральных схем производства Intel. Но будет ли One API работать на AMD, NVIDIA, например, или на смешанной инфраструктуре? Может, даже и в домашних компьютерах конечных пользователей? И какие преимущества это дает нам? One API — это законченный программный стек, и преимущество, которое мы пытаемся получить, это покрытие 4 основных архитектур, которые у нас есть. Это центральный процессор, где будут поддерживаться и векторные расширения, и одновременная многопоточность, GPU, ускорители искусственного интеллекта типа TPU и PLIS. И не только их. То, что я называю пространственными вычислениями, масштабируемые метрики. Мы делаем этот API открытым, и вы сможете ожидать, что аппаратное обеспечение от конкурентов будет поддерживаться, причем мы постараемся сделать так, чтобы разработчикам было предельно просто начать работать с One API. И мы не хотим быть преградой для тех разработчиков, которые хотят сконцентрироваться на работе на аппаратном обеспечении от наших конкурентов. Так что у нас довольно амбициозная цель, мы стараемся на благо всего сообщества. И на самом деле это очень здорово, что важная часть разработки One API находится здесь, в России. В Нижнем Новгороде. И в Нижнем, и в Москве. В Москве у нас одна из самых умных команд компиляторов. Мы вкладываем труд самых умных и лучших людей, программистов, в работу над One API и его компилятором. Это очень амбициозный проект по работе над, наконец-то, очень качественным, крепким стеком программного обеспечения. Ведь сегодня софт в мире GPU и графики очень хорош с точки зрения совместимости. OpenGL, Vulkan, DirectX. А в мире вычислений все очень по-разному. И есть как минимум одно проприетарное решение, которое крайне популярно. Мы создаем One API для того, чтобы каждый разработчик смог получить универсальный доступ к этим вычислениям. Вы знаете, у нас в России очень много фанатов компьютерного железа. Может, вы читаете Reddit, и вы знаете, что у компьютерных производителей и в мире есть фанаты. Но в России ПК — это что-то особенное. И здесь иногда ПК-фанаты ведут себя как футбольные ультрас. Люди нас не простят, если мы не зададим вам вопрос про ваш уход из AMD. Итак, почему на самом деле вы покинули AMD? И как Лиза вообще вас отпустила? Ведь на вас, наверное, огромное количество соглашений о неразглашении, которые, по идее, не должны были позволить вам уйти в другую компанию для работы над графикой.
Ведь по решениям AMD вы должны знать очень много из того, что делается и было сделано. И многое из этого вы могли бы передать в Intel для разработки уже интеловских решений. Мой перевод в другую компанию. Вы знаете, я люблю графику. Я занимаюсь графикой много лет, но это всегда было поиском решений для все новых и новых проблем. Улучшением пользовательского опыта взаимодействия. А вот касательно того, чего мне реально хотелось, я недополучал. Так как и в AMD, и в прошлых местах работы, все касалось того, а какую задачу мы будем решать дальше. Но интересно, сначала я решил уйти из AMD, а уже потом присоединился к Intel. Так что это был не переход из AMD в Intel, это было путешествие, о котором я размышлял достаточно долго. Для меня работа в AMD, знаете, я много сил вложил в наше общее дело, чтобы AMD смогла добиться того, чего она добилась. Успех AMD в ближайшие несколько лет — замечательные продукты, которые они создают. Но все это для того, чтобы занять часть рынка, который сейчас занимает Intel или Nvidia. Вот главный вызов для лидеров рынка — это как сделать рынок больше. Для этого нужно много инноваций. Так вот, тот же пример с рейтрейсингом, который мы сегодня обсуждали. Вывод новой технологии. Поэтому лидеры рынка думают иными категориями, как привлечь на рынок новых потребителей. И как для инженера это очень волнующе для меня. Это меньше мыслей о том, как занять вот тут вот 10% рынка, вот тут вот 2%, вот тут вот 1%, который я отниму у моего конкурента. Это только одна проблема. Я не говорю, что она скучная, просто я это уже делал. А что дальше? Что нас ждет в вычислениях? Что нужно пользователям? Вот на какие вопросы пытаются ответить лидеры рынка. И активы, которые у нас есть для решения следующих проблем, это не только CPU или GPU. Память становится очень большой проблемой для нас. Ограничение пропускной способности памяти становится очень важным фактором конкуренции на рынке. Аналогично внутренние коммуникации. Как соединить много чипов вместе с очень низким энергопотреблением? Это проблема. Безопасность. Безопасность становится большой проблемой. Как создать безопасную систему, не жертвуя производительностью? Ну и технологии создания транзисторов, упаковки. На прошлых местах работы, вот в AMD, я приходил с проектом к нашему партнеру, как, например, к TSMC, и смотрел, как они для меня оптимизируют транзисторы под ту архитектуру, что я им принес. В Intel у нас есть возможности самим оптимизировать свои транзисторы. Это совсем по-другому. У нас есть команды, которые работают и над дизайном архитектуры, и над дизайном транзисторов. У нас есть возможности для оптимизации, которых нет у компаний, которые не владеют собственными производствами. И последний пункт по порядку, но не по значимости, это мои 6 столпов. Техпроцесс, архитектура, память, интерконнект, безопасность. И все это опирается на программное обеспечение. Всегда программное обеспечение. Во всех случаях. Память, интерконнект, безопасность. Intel имеет несколько тысяч архитекторов, которые работают над ПО. Метрическая архитектура, пространственная архитектура, все это также очень важно. И чтобы ответить на ваш вопрос, почему Intel? Просто у Intel есть все необходимые активы, но вам нужно соединить все это вместе, чтобы создать крутые продукты. Если у меня есть возможность создать архитектуру для будущих вычислений, в ближайшие несколько лет это будет отличным делом. Для меня это не противостояние. Intel против AMD, Intel против Nvidia, Intel против кого-то еще, вы знаете. Создание следующей архитектуры и какие инструменты вам нужны для создания архитектуры. Вот что главное. И Intel создавала для меня впечатление компании, у которой есть все необходимые инструменты для создания следующей архитектуры. То есть у вас нет ощущения, что вы предали AMD. У вас есть ощущение, что вы пришли делать рынок больше. Да, вы же видите, что рынок ПК в мире становится все меньше и меньше. Хотя, может, это и не так заметно в России.
И мы в Intel поддерживаем рынок ПК в здоровом состоянии. Если вы растите рынок, если вы приносите новые задачи на этот рынок, создаете инновации в архитектуре, все смогут играть на этом рынке, в том числе и AMD, и получать свои плоды от того, что рынок стал больше, и все будут счастливы. Вопрос немного личный, но, может быть, вы помните реакцию Лизы, когда сказали ей, что уходите? И правда личный вопрос. Ни один уход из компании у меня не был простым. Не было просто для обоих сторон. Но в итоге Лиза все поняла. Ни один перевод из компании, вы знаете, это как семья. Я покинул мою страну, я переехал в Штаты, когда был совсем еще юным. Это было непросто. И отношения, дружба, не такие простые вещи. Было непросто. И последний вопрос, пожалуй. У нас не так много времени осталось. Это про политику Intel. Вы теперь отвечаете за планирование, и в сеть уплыли слайды. Если они правдивы, конечно, то мы видим, что Intel следует той же политике, которую она вела последние много лет. AMD делает хороший пиар, долго поддерживая один сокет на многих поколениях процессоров. Они перешли с 14 нанометров на 7 нанометров, сохранив сокет. Они сделали мультичиплетную конфигурацию. А у Intel было 1151, потом 1151 версии 2. Но энтузиасты нашли способ заставить новый CPU работать на старом сокете, что показало, что ограничения Intel по смене сокета были искусственными. А сейчас, по слухам, Intel собирается представить новый сокет 1200 без возможности физической совместимости с 1151 версии 2. И только для того, чтобы еще раз представить те же 14 нанометров. То есть процессоры на старом ядре, без поддержки PCI 4.0. Вам не кажется, что это ошибка в 2019 году? Ведь ваш конкурент может с полным ощущением собственной правоты говорить, что вот мы хорошие парни, мы пообещали и мы поддерживаем тот же сокет, а Intel вот меняет сокеты без причины. Просто чтобы вы купили новую материнскую плату. Хотя у нас изменений под крышкой очень много, но мы все еще на AM4. Какое ваше отношение к такой политике Intel, и можете ли вы как-то на нее повлиять, чтобы Intel стала более дружелюбной для энтузиастов, которые хотят оставить свою старую материнскую плату? Мы не должны производить замену сокета до тех пор, пока не поймем, что с новым сокетом мы сможем доставить больше производительности, новшеств, питания для новых центральных процессоров, ну или графических процессоров. И, конечно, если смена сокета происходит без значимой причины, теперь это в моей зоне ответственности. Чтобы мы так больше не делали, я буду лично контролировать все наши будущие переходы на новые сокеты на предмет целесообразности. Но я также понимаю, что мы должны двигаться вперед, и в какой-то момент всем придется переосмыслить сокеты и сменить их. Достаточно взглянуть на новые стандарты памяти, новые интерконнекты, и также пользовательская обратная связь. Каждое поколение я должен давать больше транзисторов. Но старый сокет может не давать достаточного питания. И что делать? Если создается проект для энтузиаста-геймера, который, может, хотел бы, ну пусть даже двойную производительность, и тут точно надо подавать больше питания. А если я хочу дать больше питания, мне все же придется менять сокет. Если я сдерживаю вас старым сокетом, вы не сможете получить или поддержать высокий уровень производительности. Intel давно на рынке. У Intel много данных о пользователях, больше, чем у вас или меня. И производительность, которая постоянно поддерживается на высоком уровне, это то, что реально интересно. Если мы обещаем вам определенный уровень производительности, Intel борется очень сильно, чтобы вы его получили. На каких бы там системах вы ни работали. И это накладывает на нас определенный уровень ответственности. Сокет, уровень питания, ну и так далее. И то, что мы видим в ваших обзорах, в обзорах других технических медиа, все вы отмечаете, что в процессорах Intel остается достаточно большой потенциал для самостоятельного разгона. Оптимизация сокета – важная часть того, что этот потенциал обеспечивает, ведь мы должны быть уверены, что процессор получает качественное питание. И это должно касаться любых процессоров, и смена сокета дает нам большую гибкость в этом плане. Но все-таки могла бы Intel дать обещание, как в свое время сделала AMD, что вот на столько-то лет у нас будет один сокет, и он будет поддерживаться. Как я уже сказал, я буду внимательно следить за всеми сменами сокетов, чтобы мы понимали, где важнее обеспечить совместимость, а где важнее дать больше производительности. Как я считаю, смена сокета должна нести пользу вам, пользователям, а не нам. Если я сделаю это для пользователей, для вас, это хорошо.
Постоянно сохранять совместимость тоже нельзя, потому что появляется новая память, новые шины и так далее. И иногда сокет поменять надо, но нельзя делать это по каким-то совершенно глупым причинам. Ну и закончить, друзья, хотелось бы точно так же, как это я сделал в прошлый раз. Любые процессоры со старого места работы Raji, с нового места работы вы найдете в CityLink. Там же вы найдете и видеокарты Intel, когда они появятся в продаже. В магазине есть прекрасный конфигуратор, который не даст вам выбрать неправильную материнскую плату с сокетом или чипсетом, который не подходит для процессора, а также рекомендации и сборки от других пользователей. Переходите, пожалуйста, по ссылкам, это очень помогает нашему каналу. Спасибо, пока!